Приветствую, дорогие друзья! И сегодня у меня на канале уже многим известный гость. Юрист, правовед, руководитель организации «Торжество здравого смысла» Денис Шульга. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, Алексей, здравствуйте все заслуженные конспирологи, которые слушают ваш замечательный и смотрят ваш замечательный канал. Ну что же, мы начинаем, наверное, с важной темы. И не случайно она сегодня очень ярко и яро обсуждается не только конспирологами, но и, в принципе, достаточно умными людьми с высшим образованием, то есть не какой-то маргинальной средой. И мы, конечно же, поговорим с вами о вышках сотовой связи, да, но не в том контексте, в котором обычно им там приписывают различные мифологические свойства, а в абсолютно реальном. И вот хотелось бы начать с того, что в 2021 году Минцифры запретили ставить на помещениях, связанных с образованием, да, школах, детских садах, некоторых высших учебных заведениях запретили ставить вот эти самые вышки сотовой связи, потому что в последнее время они действительно в такой очень близкой доступности к людям находятся в целом в жилой застройке. И буквально 24 июня промелькнула новость о том, что Минцифры собирается снять частично этот запрет для высших учебных заведений. Давайте, наверное, начнем вот с этой темы и не только конкретно вот эту новость обсудим и инициативу, а в целом, наверное, вот этот ваш большой опыт все-таки работы с такими делами, связанных с излучением и вот с этими устройствами. Пожалуйста, Денис, полностью вам слово. Ну, вы знаете, Минцифры, к сожалению, регулярно пытается сделать определенные шаги для того, чтобы либо изменить нормы по предельно допустимым уровням излучения и параметрам электромагнитных полей, для того, чтобы дать большую волю и свободу действий операторам, устанавливать как можно больше вышек сотовой связи в непосредственной близости возле домов, возле детских садов, возле образовательных учреждений, в местах скопления людей. То есть то, что они сейчас пытаются, ну, закидывают, скажем так, удочку, чтобы попытаться отменить вот этот запрет, который на самом деле особо не выполнялся, да, то есть на вузах совершенно точно, а я наблюдал на нескольких вузах, стоят, как стояли, так и стоят передатчики. Другое дело, что нам удалось вот той широкой достаточно, скажем, деятельностью, которую мы развернули в 2023-2024 годах, нам удалось заставить сотовых операторов, не без помощи Роспотребнадзора, который вынужден был реагировать, нам удалось заставить снизить мощности до таких уровней, чтобы они помещались вот в эти санитарные нормы и правила, которые установлены для электромагнитного излучения радиочастотного диапазона. То есть они пытаются действовать по нескольким направлениям, и им что-то удается. Вот, например, когда в том числе Минсвязи, Роскомнадзор с помощью всяких там институтов типа Измерова, псевдоученых, пытались изменить вот эти санитарные нормы и правила, повысив предельно допустимый уровень электромагнитного излучения от базовых станций с 10, там они предлагали до 50 или даже там до 100, как в Соединенных Штатах Америки и выше. Значит, объясняли это тем, что якобы это не наносит никакого вреда. Вот. В «Коммерсанте» были статьи, в различных изданиях о том, что это препятствует прогрессу, препятствует развитию там сотовой связи. На самом деле, ну, тем, кто интересуется темой, давно понятно, что все вот эти вышки и увеличение их мощности, увеличение передачи данных, которые, конечно, ну, с одной стороны, это удобно, но это все скорее не про связь, не про удобство в передаче больших объемов информации. Это про контроль, про необходимость повесить или там внедрить в тела, повесить на каждого человека, заставить носить приборы, внедрить в тела технологии, значит, внедрить технологию интернет-тел и для того, чтобы отслеживать и контролировать.
То есть вся их деятельность, значит, объясняется там всякими благими намерениями там и необходимостью развития и прогресса. На самом деле все это дымовая завеса, под которой скрывается вот необходимость их желания тотального контроля, который в свою очередь диктуется не из каких-то центров принятия решений в нашей стране, якобы суверенной, а, к сожалению, это общемировая тенденция. И мы видим, что уже даже вот Джон Кеннеди-младший, который, значит, нельзя умалять ни в коем случае его огромную деятельность на пути противостояния фармацевтическим гигантам, то, что он сейчас делает во главе вот, агентства соответствующего в Соединенных Штатах Америки. Ну, вот он тоже уже, значит, говорит о том, что по американцам хорошо бы, как было бы замечать всем приборы, которые будут считывать в постоянном режиме медицинскую там, биоинформацию с человека, передавать ее в какие-то центры. То есть все равно, и даже вот те люди, которые приходят вроде как, значит, противостоящие глобализму и тому геноциду, который осуществляется, в том числе с использованием средств связи, к сожалению, все равно они, оказавшись уже на определенных должностях, проводят политику, которая направлена совсем не во благо людей. Вот. И, что касается опасности размещения базовых станций непосредственно на, допустим, образовательных учреждениях, ну, я могу сказать так, что, конечно, размещение самой базовой станции где-то на крыше для тех, кто находится под этой крышей, как правило, не несет особого риска, потому что излучение от базовых станций, оно осуществляется, ну, скажем так, в стороны, и если рядом не стоит зданий, то, во-первых, плотность потока энергии затухает с квадратного расстояния, и, значит, если рядом нет никаких зданий, луч от базовой станции, стоящий достаточно высоко, он опускается на Землю на большом расстоянии, там, где уже плотность потока не очень высокая. Но, как правило-то, размещают эти передатчики и антенны, излучатели, устанавливают таким образом, чтобы они попадали, значит, светили, можно так сказать, в окна соседних общежитий, других корпусов. И вот здесь, конечно, большая проблема, потому что, ну, сами, допустим, когда они говорят про дошкольные учреждения, они говорят, что, да, что это опасно для детей. Действительно, у детей еще недостаточно развит организм, и, главное, только развивается мозг, и электромагнитное излучение радиочастотного диапазона, вообще не ионизирующее излучение, наносит гораздо больший вред ребенку, но в то же время и взрослому человеку может принести очень большой вред, если источники электромагнитного излучения находятся рядом и мощность их высока. Вот нам, еще раз повторюсь, это большая заслуга всех тех, кто принимал участие, и ученых, и докторов, и в круглых столах, и Екатерина Янгал еще участвовала, и наши инженеры, которые в постоянном режиме мониторили параметры электромагнитного поля. Нам удалось заставить операторов плотность потока энергии, говорить только за те города, конечно, вот утверждать, в которых мы постоянно проводили измерения, это Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тверь. Нам удалось вот заставить их сделать таким образом, что, ну, снизить таким образом мощность передатчиков, чтобы плотность потока была не то чтобы безопасной, безопасного уровня электромагнитного излучения не существует, но чтобы она была в пределах установленных санитарными правилами и нормами, то есть до 10 микроватт на сантиметр квадратный. Вот последнее измерение, которое я проводил примерно 2 месяца назад в метро, в Московском и в Санкт-Петербургском, показали, что плотность потока энергии на платформах Московского и Санкт-Петербургского метрополитена составляет 2, 3, 1,5, ну, до 5 в любом случае, вот больше нигде я не нашел, до 5 микроватт на сантиметр квадратный. Это при том, что 1,5 года назад
плотность по тех же самых платформах метро, допустим, в Санкт-Петербурге, составляла 500 микроватт, то есть в 50 раз больше предельно допустимого уровня. Это, я могу точно совершенно сказать, при нахождении более получаса в таком интенсивном поле уже происходят определенные заметные изменения в организме. Западный подход, скажем, больше американский к электромагнитному излучению, он больше говорит о том, что пока нет теплового нагрева от электромагнитного излучения, якобы это безопасно. Это не так, совершенно это не так. В советское время применялся совершенно другой подход. Изучались процессы, которые происходят на клеточном, внутриклеточном уровне, и по всем тем опытам, которые ставились по исследованиям, электромагнитное излучение влияет на, допустим, такие параметры, как выживаемость клеток. Значит, что такое выживаемость клеток? Это выживаемость снижается, соответственно, стареет организм быстрее, снижается иммунитет. То есть вот эти вот процессы все внутриклеточные, то есть клетки не обновляются, соответственно, вот организм страдает от этого. Вот. И это происходит на гораздо меньших уровнях электромагнитных полей, чем те уровни, на которых уже возникает какой-то тепловой эффект. Но это речь о том, что там 150-200 микроватт на сантиметр квадратный. Извините, побольше, там около 500. Вот. Я точно совершенно могу сказать, поскольку неоднократно измерял в очень интенсивных полях параметры электромагнитных излучений, а для проведения полноценных измерений и исследований необходимо находиться в точке, где мы там, от получаса и выше. Совершенно точно после нахождения в таких полях уже заметно замедляется речь, падает работоспособность, вообще чувствуется общая усталость, разбитость, у кого-то болит голова. Поэтому фактически безопасных уровней не существует. А когда они высокоинтенсивные и выше тех предельно допустимых уровней, которые установлены на данный момент законом, это все, конечно, влияет. И влияет не только на детей, но и на взрослых, фактически на любой живой организм. Конечно, есть люди более радиочувствительные, есть менее радиочувствительные. Это как, к очень многим окружающим нас каким-то воздействием, да, есть более люди чувствительные, есть менее. Вот, кстати, в мире интересно создаются даже вообще признано, что есть радиочувствительные люди, как метеозависимые, допустим, метеочувствительные более, и в мире создаются определенные зоны, поселения, где специально для радиочувствительных людей. Кстати, такое предложение нам поступило от Олега Александровича Григорьева, нашего академика, доктора биологических наук, который является одним из ведущих экспертов, наверное, не только в стране, но и в мире по радиобиологии, по влиянию неионизирующего излучения на живые организмы. Так вот, он предложил на базе нашего кооператива, который мы строим в Новгородской области, создать, вот именно заявить об этом, хотя бы в заявительном порядке, попытаться как-то это согласовать, что это будет территория для радиочувствительных людей. Такие примеры в мире существуют, такие территории создаются. Что это означает? Это означает, что вблизи таких территорий, где живут люди, запрещено размещать базовые станции. Вот, например, от наших полей, где находятся наши объекты, дома, примерно в 1,5 километрах стоит ближайшая вышка сотовой связи. Уровень плотности потока энергии непосредственно в нашем кооперативе, на наших полях, он около нуля, в пределах погрешности. Но, тем не менее, связь присутствует, передача данных есть. Это то же самое, как в метро, вот когда они снизили, фактически снизили в сотни раз плотность потока энергии, уменьшили мощность всех там устройств, которые их много достаточно установлено от разных операторов метро. Так вот, при этом связь в метро не потерялась, передача данных как была, так и есть. То есть это то, о чем я всегда говорил
И повторяю, что увеличение вот этой мощности, оно совсем не про увеличение скорости, не про более качественный интернет. Наоборот, зачастую качественный интернет страдает при увеличении мощности, потому что при значительно меньших уровнях, собственно, связь есть и доступ в интернет тоже. Денис, ну это очень шикарная новость. Мне кажется, мы тем самым сообщаем людям о том, что не только, да, все плохо, да, и есть какие-то альтернативные способы и жизни, да, на природе, вот включая как раз-таки Новоград, о котором вы упомянули, и то, что, в принципе, измеряя вот эти все показатели, можно, ну, относительно держать это все под контролем, ну, или, по крайней мере, следить за тем, чтобы сам человек, да, вот конкретный, потреблял гораздо меньше вот этого электроизлучения магнитного и следил за этим, в принципе. Кстати, вот недавно у меня было интервью с предпринимателем и юристом Владимиром Туровым, и он высказал очень интересную мысль о том, что значит, вот эти вот вышки, почему их так много, да, то, что есть вероятность того, что будет некий суверенный интернет создан, и некоторые из обязательных приложений, в частности, мессенджер Max тот же, то есть они будут работать даже без внешнего интернета, то есть без подключения к глобальной сети, а именно через вышки сигнал будет передаваться, тем самым обеспечивая бесперебойную работу. Может быть, это еще и с этим как-то связано? Вполне возможно. И, кстати, вот то отключение интернета, которое мы в последнее время наблюдаем, да, и я просто хочу сказать, что я не всегда занимался только сельхозкооперативной деятельностью и правозащитной, а был период у меня в то время, как, ну, первое мое образование это радиоинженерное фактически, и в свое время я строил достаточно большие городского уровня сети, передачи данных. Ну, строили мы их в основной своей массе, хотя применяли, конечно, и радиорелейные там линии для передачи, допустим, от города к городу данных информации. Но в основном мы их строили оптоволоконные магистрали и уже разводили дальше там по домам, допустим, витой пары и так далее. То есть мы строили проводные сети и в свое время были уверены, что будущее именно за проводными сетями, за оптоволокном, ну, хотя бы в силу того, что в оптоволокне можно передавать на много-много-много порядков больше информации и с большей скоростью, чем это можно делать в эфире. Более того, всегда было известно, что излучение электромагнитное, не ионизирующее, ну, понятно, что ионизирующее тоже, электромагнитное излучение радиочастотного диапазона, оно может наносить вред живым организмам, и при увеличении количества базовых станций, и при увеличении количества, значит, и при увеличении мощности этих базовых станций будут страдать люди, которые находятся в зоне их воздействия. Вот. Раньше базовые станции, в том числе в городе, которые устанавливались, сотовой связи, они связывались между собой оптоволокном. Сейчас они все больше и больше обмениваются друг с другом информацией, то есть передача от базовой станции к базовой станции происходит по радиорелейным линиям связи. Что такое радиорелейная линия связи? Это тоже выделенные частоты, как правило, в гигагерцовом диапазоне, там, допустим, 8, 20, 40, 90 гигагерц. Вот. Но они отдельно идут, да, вот от основного источника? Да. Они идут, да, по ним обменивается, то есть передается трафик. Я на самом деле, ну вот именно в построении сетей сотовой связи не очень разбирался, да, вот, ну, в любом случае передаются большие объемы информации с большой мощностью по направленному лучу, скажем, от станции, базовой станции к станции. Раньше это делалось через оптоволоконный кабель, которым города им давно опутаны, и, значит, ну вот почему-то произошел такой отказ, ну, может быть, не совсем отказ, но перекос в сторону беспроводной передачи, и в том числе передачи вот по радиорелейным линиям, получается, в эфире. Зачастую на пути этой радиорелейной линии могут тоже там встречаться какие-то там строения, дома, ну, то есть затрагиваться тоже, попадать это излучение на живые организмы. Тем более, ну, луч, он никогда там совсем узко направлен, это не лазерный луч, не когерентный пучок там электронов, который летит.
вот, тонким лучом, это достаточно широкий такой конусом расширяющийся, значит, луч, пучок. Так вот, мы говорили о том, что да, что возможно будет применяться, вот, скажем, распределенные сети. Кстати, это интересный вопрос, который я хотел тоже затронуть. Ведь помимо интернета вот, и вот этих узлов, когда существуют там международные узлы, там нескольких рангов, да, там потом, значит, городские, там и ниже спускается вот эта многоранговая такая сеть, существуют распределенные сети. Ну, к примеру, вот Фидонет, это альтернатива интернету, и там связь между, значит, между устройствами, она напрямую осуществляется, она не осуществляется через там вот эти протоколы, то есть через маршрутизаторы, скажем так. И, возможно, конечно, там пытаются сделать что-то в этом роде. Кстати, вот последнее отключение интернета, которое наблюдается, сегодня я специально вынужден был в гостинице, которую мы снимаем недалеко от кооператива, потому что здесь, ну, тут вообще есть интернет. Там, где я сейчас живу, там интернет сегодня с утра, мобильного интернета не было. Вообще никакого. Не с помощью Wi-Fi, в смысле, не применяя вот, всякие средства, типа там их нельзя, говорят, рекламировать. Вот. Короче, их не было. То есть VPN тоже не помогал совершенно. А здесь интернет есть. Так вот я разговаривал с IT-специалистами, с которыми сотрудничаю. Они говорят, что интернета нет не из-за того, что, хотя это может быть тоже, конечно, причиной, не из-за того, что тут антидроновая какая-то защита, там отключают интернет. Это, скорее всего, ни при чем. Этим прикрываются, говорят, что вот тут дроны летают, нам нужно защищаться, поэтому на Камчатке отключают интернет. Да? На самом деле есть такой протокол, технология, точнее, Deep Packet Inspection, технология проверки сетевых пакетов по их содержимому с целью регулирования и фильтрации трафика. Это что-то вроде брендмауэра, типа, но несколько более продвинутая, наверное, технология, которая вот анализирует там содержимое, ну, то есть ее применяют для того, чтобы блокировать, ну, понятно, и запрещенный контент, там, особенно там тот, который действительно нужно блокировать. Но пытаются выстроить, да, не просто запретить, может быть, даже какие-то отдельные, значит, сайты, отдельные какие-то социальные сети блокировать, а, возможно, пытаются вообще блокировать все, а разрешить только то, что разрешено, там, какой-нибудь совершенно вот эту социальную сеть, или как это, мессенджер, Макс, да, в который сейчас всех загоняет. Кстати, очень интересный, вот в том числе на нашем канале ТЗС я опубликовал там исследование вот этого Макс, значит, мессенджера, в котором там он получает доступ там буквально там ко всей информации, ко всему телефону, смартфону, все это передает это чуть ли не наполовину передает все данные, ну, то есть и наши вот эти вот элитные якобы правители, вот, которые считают себя правителями, они всех заставляют в этот Макс, значит, перейти и параллельно пытаются запретить и там ограничить пользование другими там мессенджерами, социальными сетями. Там. Так вот, вполне возможно вот эти вот отключения, значит, интернета, ну, не то, что вполне возможно, а совершенно точно, мне это специалисты, которые, ну, отслеживают это все, что вот тестируется вот эта технология, или более глубоко она внедряется для фильтрации и блокировки трафика к тем или иным ресурсам. Но здесь, кстати, стоит вопрос,
о том, что вообще, кто эти люди и на каком основании они нам пытаются навязать, запретить пользоваться. У нас же не только в Конституции нашей страны, это во многих международных декларациях, соглашениях, в конституциях большинства стран, ну, конечно, не таких, может быть, как там Афганистан, не знаю, вообще есть у них конституция или нет, вряд ли. Так вот, в конституциях большинства стран, ну, развитых, не совсем тоталитарных, присутствует норма о том, что граждане вправе свободно искать, распространять и использовать информацию. Это относится к интернету. Кто на каком основании решил ограничить наши права? Это то есть конституционные, неотъемлемые права. Право на поиск, распространение информации, связанные в том числе с правом свободы слова, со свободой совести там, и так далее. Это неотъемлемое право, которое, оно поэтому неотъемлемое, потому что его нельзя забрать. Но кто-то решил, и в том числе, значит, в нашей стране, ну, на самом деле эти лица там известные, это можно там взять этих всех поименно, исполнители, скажем, да, там министр связи, там руководитель Роскомнадзора, профильные там вице-премьеры, кто в администрации президента известно этим занимается, да, там войной Израиля, ну, жулики-то, ладно бы они были жуликами, только там, так они еще и принимают такие законы, то есть они фактически совершают антиконституционный переворот, они отменяют Конституцию, отменяют естественные человеческие права, значит, и пытаются таким образом, ну, объясняя это тем, что вот они там хотят защитить всех, ограничить использование вредоносного всякого контента. На самом деле идет вот такая уже не ползучая, уже галопирующая, я бы сказал, кампания по превращению не только нашей страны, но и всего мира в электронный концлагерь. То есть лягушечек уже так варят, ну, как бы продолжают варить медленно, я имею в виду подписчиками там всех нас, значит, для того, чтобы объясняют это там различными благими намерениями, но на самом деле вот этот электронный концлагерь, и в этой части он тоже строится. Вышки сотовой связи часто расположены, что, возможно, это как-то связано, что, ну, опять же, они в любом случае между собой связаны, общаются, и выход есть. Можно, да, речь идет о так называемом каком-то суверенном интернете, о попытке вот вообще блокировать доступ ко всему. То есть, если раньше история была про то, что блокировать отдельные ресурсы, значит, там, Telegram ли, там, Facebook, вот, или какие-то там западные сайты, то, значит, но разрешить все остальное, то теперь, возможно, и скорее всего, речь идет о том, что о попытках вообще выключить доступ к чему-либо, кроме того, что разрешено. А разрешено там это там госуслуги, Кремлин.ру, там Gov.ru, там, допустим, и какой-нибудь еще там ВКонтакте. Да, на самом деле тенденция не совсем положительная, мягко говоря. Но, кстати, если говорить про какие-то внутренние у них противоречия и про, как это ни странно, сопротивление людей, то мы видим сегодня, что тот же проект, скажем, цифрового рубля, он достаточно серьезно пробуксовал, потому что его переносят уже там чуть ли не третий раз, если я не ошибаюсь. И, как я понимаю, недавно было очередное внутреннее кулуарное обсуждение, и, скорее всего, ни представители банковской сферы частной, ни многие чиновники не приняли вот это вот внедрение уже с 1 июля массового использования, и, соответственно, перенесли сейчас на сентябрь 2026 года, так же, как и вот эту вот систему глобальную QR-кодирования. Вот, соответственно, есть какая-то, видимо, реакция, но вопрос, насколько долго она будет продолжаться. И, кстати, раз уж мы затронули вот эту тему интересную и, я считаю, очень важную официальных прав людей и в целом вот этой юридической основы, да, правовой, давайте, наверное, поговорим о такой тоже важной вещи, как демография, что вообще с нами происходит. Видно, что огромное, просто колоссальное количество сегодня и разводов, да, по той же статистике, если на нее опираться. Вот, что вообще по этой ситуации думаете? Пожалуйста, Денис, вам слово.
Алексей, а это все звенья одной цепи, и, скажем, еще одна грань вот этого дьявольского куба. Кубы не любят, да? Значит, это то же самое, наступает на наши права. Значит, сначала, ну, понятно, что геноцид, который в мировом масштабе осуществляется достаточно давно и уже совсем не скрывается, значит, кто его осуществляет, я имею в виду, кто руководит им, по каким направлениям он осуществляется, нам это все известно. Но вот этот геноцид, он привел в том числе, ну не только, естественно, не только из-за применения вот этих вот перфорирующих там устройств, препаратов, которые вводили в организмы людей, не только из-за этого, это и протоколы лечения, это и электромагнитные загрязнения, и главное нагнетание постоянно страха, это же один из основных факторов, влияющих на то, как люди себя чувствуют, как, значит, как они сопротивляются болезням. Если человек постоянно находится в напряжении, в страхе, в стрессе, то, соответственно, он уязвим, иммунитет уязвим для многих болезней, они проявляются. Это в результате все сказывается на том, что здоровье населения, здоровье народа, конкретно, допустим, проживающего в стране, оно, общественное здоровье, становится все хуже и хуже, смертей все больше и больше. И для того, чтобы значит, об этом знают многие, да, и, значит, ведут и просветительскую, значит, деятельность, связанную с тем, что к чему привела вот эта и приводит ведомая политика, значит, действующих так называемых властей. Вот. Для того, чтобы не дать эту информацию, значит, секретят сведения о демографии текущей, а на самом деле происходят ужасные вещи. Не только в нашей стране, но во всем мире. Рождаемость упала во всем мире практически, особенно там, где массово применялись вот эти меры, связанные с якобы с профилактикой инфекционных заболеваний. Рождаемость упала, огромное количество смертей. Вот буквально, по-моему, вчера я видел новость, что в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки, значит, с 2021 года, то есть когда началась кампания по массовому перфорированию, смертность взлетела. Это в основном, ну, военнослужащие, в основном достаточно молодые люди, ну, не пожилые, взлетела на 1100%, в 11 раз. Соответственно, и то, что у нас происходит с демографией, тоже благодаря вот этим дьявольским мерам программы геноцида, который был запущен, рождаемость у нас стремится, если не к нулю еще, но она в ту сторону стремится и очень существенно падает. Смертность растет, смерть и, ну, от многих причин, вот, и от не только, скажем так, из-за болезней и от старости, а все мы понимаем, почему растет смертность в нашей стране. И вот, опять же, вот эти какие-то правители, которые решили, что они могут принимать такие решения, что это право органов государственной власти, они секретят информацию о демографии. На самом деле это никакое право, это, понятно, это произвол, это опять отъем, наступление, умаление конституционных прав, наших неотъемлемых конституционных прав на информацию. И это в том числе попытка уйти от ответственности. Ведь если все будут знать о том, что творится со смертностью, с рождаемостью, вот, то люди, в конце концов, большие массы людей начнут задуматься, вот, кого привлечь к ответственности. И рано или поздно эта ответственность своих, в кавычках, героев, она настигнет. И вот для того, чтобы избежать этой ответственности, то есть они одно преступление прикрывают другим преступлением. А я считаю, это, ну, понятно, что геноцид – это преступление, экоцид – это преступление. Сокрытие данных об этом преступлении, да, вот это вот якобы законная процедура там засекречивания информации, это тоже преступление.
То есть преступники, ну, собственно, действуют как преступники, продолжают. Вот мое мнение по этому поводу. А подскажите, вот если говорить про юридическую сторону, допустим, вот что касается там того же семейного кодекса, есть какие-то перекосы там в правах и обязанностях вообще, вот вы как юрист сталкивались с какими-то такими вопросами? Ну, я, естественно, с этим сталкиваюсь и ведем вот ТЗС, ну, наша основная команда, которая в Санкт-Петербурге находится, мы ведем, да, ну, это отдельный пласт такой вопросов, связанных с семейным правом, как правило, там, с разводами, с разделом имущества. Можно об этом будет отдельно там как-то поговорить. Конечно, перекосы есть. Перекосы, в первую очередь, они не столько в тех правовых актах, в нормативно-правовых актах, которые существуют в данной сфере, сколько в правоприменении в суде. Суды, но это не только проблема вот отрасли там, семейного права, это вообще проблема судебной системы или так называемой судебной системы. Ведь то, как судьи у нас назначаются, то, перед кем они несут ответственность, они несут никакой ответственности перед народом, они фактически перед законом они несут ответственность только в том случае, если они стали нелояльны. Давно определенные инструкции, а по моему мнению уже давным-давно значит, руководит принятием решений в совещательных комнатах, там, где судьи принимают решения, руководит ими уже искусственный интеллект или какая-то информационная система, то есть алгоритмы, скажем так, алгоритмы, да, то есть определенные категории дел им велено решать определенным образом. Это я заметил достаточно давно, делал по этому поводу выпуски. То есть проблема больше в правоприменении. Казалось бы, любой там огрех или любой порог исполнительной власти, порог даже законодательной власти, он должен исправляться в судах. Но поскольку судьи у нас неизбираемы, они назначаются, хотя назначаются непонятно тоже кем, потому что ни одного указа о назначении судей уже давно тоже никто подписанного не видел. По идее, значит, утверждаются судьи, ну, назначаются федеральным судьей, указом президента. Ну вот вообще ни одного указа резидента Российской Федерации давно подписанного никто не видел. Они публикуются без подписи, хотя в Конституции написано, что, допустим, законы они должны подписываться. Это прямо указано в Конституции Российской Федерации, какой бы она плохой ни была, но она, тем не менее, есть. Нормы, значит, везде говорят о том, что, значит, она должна соблюдаться. На самом деле, никем из чиновников, особенно высших чинов, не соблюдается, наоборот, пытаются все время ее попрать, отменить эти конституционные права. Поэтому проблема вот больше в правоприменении, в судьях, которые давно, ну, за редким исключением, я вот совершенно точно могу сказать, за редким исключением, и по категориям дел, вот это редкое исключение, как правило, касается дел, не связанных с какими-то интересами. То есть как только затрагиваются какие-то интересы чиновников, значит, вот этой системы антигосударственной, которую они называют государственной системой, значит, тут же включаются алгоритмы, которые велят судьям рассматривать дела определенным образом в пользу, естественно, вот антигосударственной системы. По делам, которые не связаны с ней там напрямую, где-то там споры между гражданами, между юридическими лицами, там в арбитраже, да, еще принимаются, ну, более-менее какие-то адекватные закону правовые законы, ну и все меньше и меньше, я бы сказал. Поэтому это общая проблема, что у нас нет независимой справедливой системы в нашей стране. Как уже в большинстве стран, где-то, конечно, еще последние проблески надежды, значит, остаются, но вот в Америке, вот если мы говорим об, только что я сказал, там, в 11 раз увеличение смертности,
огромное количество, я имею в виду среди военнослужащих, огромное количество обращений в судебные органы, в правоохранительные органы и практически ноль реакции по этим искам, по этим заявлениям. То же самое, что у нас. Практически то же самое. У нас ни один суд не сказал, что, допустим, отстранение от труда и заработной платы в связи с непредоставлением сведений вот этого КАРИ-кода, да, значит, сведения о прохождении вот этой известной перфорационной процедуры, значит, ни один суд не сказал, что, что это за перфорационная процедура, почему из-за отказа применять неиспытанный, неэффективный, небезопасный препарат, ну, то есть в отсутствие доказательств его эффективности, безопасности, вообще может наступать какая-либо санкция. В Украине два суда, ну, два решения совершенно точно, как минимум, с которыми я был знаком, в Одессе, еще, по-моему, в каком-то городе, где судьи, значит, указывали на это, и на этом основании, значит, принимали сторону истцов, тех, кто восстанавливал свои трудовые права. В нашей стране один суд только это указал, это Совгаванский районный суд Хабаровского края, но это решение было отменено сначала Хабаровским краевым судом, потом Владивостокской кассацией тоже было утверждено, что это решение незаконное, правовое. Это вот это к вопросу о том, что какие у нас судьи, какие решения они принимают, в том числе при разрешении споров, связанных с семейным правом. Я так понимаю, что вот эти проблемы, пробелы, дыры в законодательстве, как можно уже увидеть, они вызывают вопросы не только по части там семейного кодекса, не только по части защиты прав человека, да, но и вызывают вопросы по поводу различных мошеннических схем, да. Я так понимаю, что очень много людей из-за этого и страдают, теряют свое имущество. Подскажите, у вас было что-то вот подобное в вашей практике, когда приходилось спасать человека Да. вот из-за таких пробелов? Конечно, вы знаете, вот буквально позавчера закончилось рассмотрение дела в Приморском районном суде города Санкт-Петербурга. По иску мы защищали и представляли Степахину Татьяну Геннадьевну. Она 49-го года рождения. У Татьяны Геннадьевны, и дело длилось, кстати, более 2 лет, по-моему, 2 года и 1 месяц мы в суде были. Значит, Татьяну Геннадьевну якобы сотрудники ФСБ, и как бы там, я потом видел эти документы, это какой-то, конечно, вообще сюрреализм. Там ФСБ, Следственный комитет, против нее там совершается, ну не только против нее, и против государства, конечно, вот, какими-то жуликами, мошенниками, там, связанными с Украиной, с ПСО совершаются преступления, и вот нужно их изобличить, поймать, а для этого нужно срочно продать квартиру и деньги отдать, но всех тут же поймают, вот, и это, конечно, на таком уровне высочайшем было проделано, что она, значит, четко следовала инструкциям, будучи уверенной, что выполняет важную государственную миссию, фактически, значит, в тылу врага, как Штирлиц. Сегодня она встречается с правозащитниками. Весной этого года с ней связались якобы сотрудники ФСБ и пригласили поучаствовать в поимке преступника. Его собирались взять с поличным прямо во время сделки по продаже квартиры. То есть получается, что фактически вот эту вот женщину Татьяну 49-го года рождения обманули, заставили ее поверить в то, что она при помощи продажи своей собственной квартиры поможет, так сказать, стране в борьбе с агрессорами. Да, там преступников, да, значит, и практически войну выиграют сразу. Вот, или что там, специальную военную операцию закончат. Значит, естественно, это были мошенники, деньги, да, но в этой схеме, естественно, присутствовали люди физические, в данном случае имеется в виду, что живые люди, это не все по телефону происходило. То есть квартиру-то она, ну, ей сказали, где ее выставить, и тут же нашлись срочно покупатели, которые, их вообще не смутило, почему такая как бы невысокая цена, и тут же, конечно, они предложили там буквально там за день-два там провести, за день, наверное, провести эту сделку, вот, купили быстренько квартиру, деньги она, естественно, там передала там чуть не курьеру, вот, деньги были потеряны, квартира ушла. И когда все-таки она поняла, что
никаких преступников, значит, никто не поймал, не изобличил, квартиру не возвращают, и деньги тоже. Вот, она поняла, что это мошенники, и через свою подругу обратилась к нам в ТДС. Я сразу могу сказать, мы немного таких дел, это очень сложное дело, за которое мы взялись, ну потому что вот, ну а кто, если не мы, да, вот. И мы доказали в суде, было проведено несколько экспертиз, что действовало, нам не удалось доказать, что вот те люди, которые у него приобрели квартиру по цене там в 1,5-2 раза меньше, чем она стоила, что они были заодно. И это, конечно, это не мы должны были доказывать, это должны были правоохранительные органы, которые в большей степени бездействовали. Вот совершенно точно могу сказать, что органы дознания, было возбуждено уголовное дело, значит, следователи бездействовали, и ничего фактически, значит, они могли бы раскопать, даже мы сами смогли фактически, ну не то что установить связь, но получить косвенные, значит, доказательства того, что вот эти риэлторы, которые приобретали квартиру, что они могли быть связаны с этими мошенниками, скорее всего, были связаны. Но тем не менее, в суде после многочисленных экспертиз, там, психолого-психиатрических, там, судебных экспертиз, установили, что в момент вот совершения этой сделки она находилась под влиянием заблуждения, обмана, она находилась в таком психоэмоциональном состоянии, что не могла давать, значит, ну, отчет своим действиям, да, что же, то есть фактически ее вот ввели в такое состояние. При этом сама она в полном уме, рассудке, женщина с 2 высшими образованиями, но тем не менее, в силу того, что вот она, значит, уже в таком возрасте и рядом нет близких, которые могли бы, значит, как-то, ну, подсказать или там помешать вот совершению этого преступления со стороны мошенников. Суд постановил вернуть квартиру Степахиной Татьяне Геннадьевне. Пока, правда, он применил двухстороннюю реституцию. Я думаю, что мы сейчас, когда будет готов текст решения, мы с этим ознакомимся. С ним ознакомимся, смотреть, как можно его обжаловать. И будем обжаловать, стараясь, значит, все-таки отменить вот решение в части, что она должна вернуть, пускай и, значит, не стоимость квартиры, она получила там в 1,5-2 раза меньше стоимость квартиры, ну вот, что деньги она должна вернуть, но тем не менее квартира возвращается ей. Это единственное жилье, которое у нее уже, я надеюсь, и мы постараемся оградить ее от каких-то поползновений, уже никто не отберет, ну, деньги, в конце концов, ну, возможно, придется из пенсии, если нам не удастся вот отменить решение в этой части, возможно, придется там по 10 тысяч рублей, вот, примерно, или по 5 отдавать вот этим нечистоплотным, я бы сказал, совершенно точно, риэлторам, которые прекрасно понимали, ну, если они даже не были связаны с мошенниками, они прекрасно понимали, о чем идет речь. И это нашей страны, я не знаю, в какой-либо стране еще существует, эта проблема фактически, ну, не то что создана, но ей потворствуют вот те законы, которые принимаются Государственной Думой, те нормы и правила, которые там, инструкции ЦБ, которые позволяют до сих пор, значит, я сейчас другой пример приведу, вот объясню, причем здесь банки. Еще одно дело сейчас. Мы фактически нам приходится помогать семье, ну там, женщине, которая к нам обратилась, клиентке, пройти процедуру самобанкротства, потому что ее дочь мошенники смогли убедить также, что, значит, что взломали ее госуслуги, что взломали ее там банки, что значит, деньги с ее счетов отправляются, дочь взрослая уже, ну, совершеннолетняя, что средства отправляются на поддержку там ВСУ, сейчас ее вместе там со всеми там родителями там и братьями и сестрами там арестуют,
бросят за стенки, потому что они помогают якобы ВСУ. И для того, чтобы это сейчас предотвратить, изобличить мошенников, поймать их с поличным, надо срочно все свои деньги с маминых карт взять на маму кредит. Да, и вот, и представляете, вот что же это за система, позволяющая ночью ребенку, ну, не ребенку, но я имею в виду дочери, но другому человеку взять кредит на другого человека просто с использованием интернета ночью, несколько миллионов рублей. Это же создана такая система, что и ни у кого не возникает вопрос. При этом, если вдруг вам придет на карту какая-нибудь сумма, которую алгоритмы банка посчитают, что, значит, она как бы какая-то она не такая, то вам могут заблокировать все счета и потребовать каких-то документов, объяснений. Я сам с этим неоднократно сталкивался и до сих пор с одним из банков нахожусь в судах, в споре. Так вот, а здесь, пожалуйста, несколько миллионов рублей ночью, раз, и эти деньги сразу уходят там куда-то там мошенникам. Волна этих мошенничеств захлестнула просто нашу страну, и я считаю, что это тоже звенья, все тоже вот этой дьявольской цепи. Почему? Потому что таким образом людей, большое количество людей, я не знаю, исчисляемое это количество сотнями тысяч, может быть, миллионами, людей лишают собственности, лишают средств, значит, фактически толкает их к ведению какого-то нищенского, там, ну, в нищету, да, там, ну, не нищенского образа жизни, но в нищету толкает, значит, лишает их собственных средств для того, чтобы потом предложить им цифровой паек в виде цифрового рубля, безусловного базового дохода, но с определенными условиями, которые будут поставлены. А условия все, и все равно конечной целью всех этих условий это истребление большого количества людей, значительно, ну, не знаю, подавляющего, наверное, и закабаление всех остальных, кто останется в живых, значит, закабаление и порабощение. Вот цели. И это все звенья, вот все, что о чем мы сегодня говорили, и эти вышки связи, и этот цифровой рубль, и вот эта волна мошенничества, и судебная система, все работают на вот эту программу геноцида и порабощения, к сожалению. Понимать это нужно, ни в коем случае не сдаваться, не впадать в уныние. Кстати, всем, кто следит за нашей деятельностью, но еще не принял решение, я предлагаю как можно скорее с нами связаться, приехать посмотреть на наши земли, на наш кооператив, пообщаться с людьми. В ближайшее время мы снова будем собираться кооператорами, ну, я имею в виду в большом в таком расширенном составе. Вот. И объединяться, безусловно, нужно продолжать, а мы это делаем на своей земле, стараясь обеспечить свою и правовую безопасность, и функциональную, и продовольственную, обеспечить свою воду, землю, энергию и, главное, сообщество людей, которые понимают, что происходит, к каким вызовам нужно готовиться. 100% поддерживаю, дорогие друзья. Ссылочка на все ресурсы Дениса будет в комментарии в первом закрепленном и в описании к видео. Обязательно изучите, потому что Новоэкоград – это целое отдельное поселение, да, которое как раз-таки является прототипом, я в этом абсолютно убежден, поселений будущего, потому что люди все чаще и чаще будут сталкиваться с тем, что выживание в больших городах уже будет просто невозможным. И это, в принципе, уже происходит, потому что многие прецеденты мы видим в последнее время. Денис, спасибо вам большое за интересную информацию, за позитивный настрой под конец, потому что это всем нужно. И, конечно же, до новых встреч. Спасибо, Алексей. Всего доброго. Дорогие друзья, обязательно ставьте пальцы вверх, если диалог был для вас содержательным и интересным. И не забывайте подписываться на Telegram и Бастион, потому что там выходят эксклюзивные материалы, которых не будет на YouTube. Все ссылки найдете в первом закрепленном комментарии под видео. Берегите себя. Всем пока.